Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой красивый, нежный ажур в сочетании с аккуратными жгутами. Он получается одновременно объемным, теплым и в то же время воздушным. Такой рисунок идеально подойдет для уютных свитеров, жилетов, шарфов, которые будут радовать вас в прохладные дни. Вот так узор выглядит при вязании снизу вверх. Он формирует совершенно такую еле заметную волну. Вот так, возможно, лучше будет видно, насколько волнистый узор по низу. Ровный срез у него, и вот так он выглядит. Если же вы планируете вязать плечевое изделие от горловины, он будет выглядеть вот таким вот образом. Посмотрите, какой красивый рисунок получается. Изнаночная сторона его выглядит вот таким вот образом. Такой узор будет интересно выглядеть как самостоятельный, например, как сейчас вы видите изделие на экране. Также он очень красиво впишется в изделие, связанное лицевой гладью или же жгутами, а центральная его часть выделена вот таким вот узором. Также можно выделить просто низ изделия, а дальше перейти на вязание жгутами или же лицевой гладью. Опять-таки, с ажурными дорожками в этом узоре я лично сочетания не вижу, хотя нужно все пробовать. Пряжа здесь подойдет любая, гладкая, пушистая, такой легкая букле будет тоже интересно смотреться. По цветовой гамме рисунок будет смотреться красиво как в однотонной, также и в меланжевой пряже. Очень красиво и выразительно будет выглядеть в градиенте. По спицам здесь никаких особенностей нет, поэтому стоит прислушаться к рекомендациям производителя данной пряжи, из которой вы вяжете, и учитывать, естественно же, вашу личную плотность вязания. Раппорт данного узора составляет 11 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать два раппорта этого узора. Также в видео хочу показать, как оформить вот такой боковой срез, как у меня, потому что он будет очень актуален, если это будет, к примеру, шарф, палантин или же какое-то другое изделие, которое не сшивное. Итак, я набрала 32 петли, 22 это у меня два раппорта узора. В начале ряда у меня 3 петли симметрии и в конце ряда 5 петель симметрии и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете изделие по кругу, вам все петли симметрии эти будут не нужны. Вы просто набираете количество петель кратное 11 и вяжете, повторяя раппорт узора с 1 по 11 петлю. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 3 лицевые, это петли симметрии. Далее я начинаю вязать сам раппорт узора. 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые, 2, 3, 3 вместе лицевой с наклоном влево. В этом узоре вы можете делать это убавление вправо или же влево, или же со второй центральной петлей, как вам больше нравится и как удобнее вязать. Я же буду это убавление делать влево. Главное здесь, чтобы все убавления были выполнены одинаково. Далее 3 лицевые петли, накид. Я закончила вязать первый раппорт узора. Повторяю, 2 лицевые, накид, 3 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид. Я закончила вязать 2 раппорта этого узора.
Далее 5 лицевых, это петли симметрии. 3, 4, 5. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре вяжутся изнаночными петлями, накиды также провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, все петли у вас в четных кругах будут лицевые, накиды также лицевыми петлями будут провязываться. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому эти ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 3 лицевые петли, это петли симметрии. Далее приступаю к вязанию раппорта узора. 3 лицевые, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 4 лицевые петли, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 5 лицевыми петлями, это петли симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 3 лицевые, это петли симметрии. Далее начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 6 лицевых петель, 5, 6, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 5 лицевыми петлями, это петли симметрии и кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочная, 3 лицевые, это петли симметрии. Далее я начинаю вязать раппорт узора. 5 лицевых петель, 4, 5. Накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые петли. Я закончила вязать первый раппорт узора. И продолжаю вязание вторым раппортом. Еще 5 лицевых, и в общем итоге между убавлениями будет 8 лицевых петель. 5 накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 3 лицевые петли. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это 5 лицевых петель и кромочной петлей. Девятый ряд, и здесь будут задействованы петли симметрии и справа и с левой стороны вязания. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю, далее я выполняю жгут 3 на 3, я его буду выполнять без дополнительной спицы. Если вам удобнее с дополнительной, делайте как вам проще и больше нравится. Итак, для переплетения влево нить у меня находится за работой. На правую спицу я переснимаю 3 первые петли, чуть-чуть натягиваю нить и придерживаю ее пальцем и провязываю следующие 3 лицевые петли. Затем левой спицей я подхватываю непровязанные петли, вот таким образом. Все аккуратно снимаю со спицы. И за работой правой спицей поднимаю уже провязанные 3 петли. Вот таким образом выполняется это перекрещивание без дополнительной спицы. Осталось только провязать 3 первые петли. Все, жгут выполнен. Дальше идет 1 лицевая петля,
накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля и вновь выполняю перекрещивание. Нить за работой, 3 петли переснимаю на правую спицу, следующие 3 провязываю лицевыми, переношу не провязанные петли на левую спицу, а провязанные направо и на правую. И вот таким образом выполняю перекрещивание. Далее 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая и еще раз я выполню перекрещивание, которое идет на моем большом образце по краям изделия. Потому что если это, к примеру, шарф, вот такой вариант мне лично очень-очень нравится. Он получается тогда менее ажурным, но не менее воздушным. И у меня осталась 1 лицевая петля и кромочная. Вот так это выглядит на данном этапе. 11 ряд. Кромочная, 3 лицевые, это петли симметрии. Далее я начинаю вязать раппорт узора, он начинается с 4 лицевых петель, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю лицевыми петлями, это 5 лицевых, петли симметрии и кромочной петлей. 13 ряд. Кромочная, 3 лицевые, это петли симметрии. Далее я начинаю вязать сам раппорт узора. 3 лицевые петли, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 4 лицевые, 3, 4, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 1 лицевая петля. На этом я закончила вязание раппорта узора. Ряд заканчиваю 5 лицевыми, это петли симметрии и кромочной петлей. 15 последний лицевой ряд этого узора. Кромочную я переснимаю, провязываю 3 лицевые петли, это петли симметрии, и начинаю вязать раппорт самого узора. 2 лицевые, накид, 3 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 5 лицевыми петлями и кромочной петлей. Вот так выглядит один раппорт данного узора в высоту. Если провязать больше, можно увидеть вот такую картину, а в изделии это будет выглядеть еще более шикарно. Надеюсь, узор вам понравился, и вы обязательно что-нибудь с ним свяжете. Всем хорошего дня и до встречи на канале!